Чем отличается реальный дрифт от виртуального? К примеру, дрифт в жизни и дрифт в CarX. Казалось бы, при чем тут вообще это сравнение, да? А при том, дамы и господа, что в реальном дрифте у вас руки и ноги, но в виртуальном же также. Нет, в виртуальном дрифте у нас еще добавляются фишки движка игры, так называемые уловки и баги. Всем привет, друзья, меня зовут Catfish Studio, и сегодня мы разберем топ-7 лайфхаков для CarX Drift Racing 2 на телефон и CarX Online на компьютере. Первый лайфхак связан с переключением передач. Играя в мобильную версию, наваливаем боком на марке. Ну, как мы понимаем, это долго у нас не может длиться. В общем, изображая гочу, мы летим на пятнашке боком по какому-нибудь Питеру и стремительно переключаем передачи, а на входах в шпильки мы их снижаем или же повышаем. Лайфхак заключается в том, что при переключении передач в мобильной версии у вас автоматически нажимается клатч сцепления. Как это можно использовать? Если вы супер ленивый тип, который не хочет жать какую-то там по счету кнопку первую, вторую, пятую, десятую на экране своего телефона, вы можете просто в моментах, где нужно кинуть сцепление и спасти машину от резкого сцепления с дорогой, к примеру, на камероуд шпильки, переключить передачу туда-сюда, к примеру, резко вверх и вниз это сделать, вместо нажатия одного клатча. Также это полезно тем, что коробку можно настроить под трассу таким образом, чтобы при входе в сложный участок вам по-любому приходилось бы снижать передачу, тем самым у вас автоматически нажималось бы сцепление после сброса скорости. Также передачи можно так переключать туда-сюда на перекладках, чтобы они были более резкими. Второй лайфхак поможет нам правильно тормозить, делать киззавола и держать дистанцию преследователям. Как нам известно, в CarX можно настраивать машины. Да ладно! И в этих вот настройках автомобиля есть волшебный раздел, который отвечает за тормоза, а именно тормозное усилие. Множество ребят не понимают, как держать так хорошо дистанцию преследователям за лидером и не подъезжать к нему, как плавно сбрасывать скорость и не распрямляться, ну или же делать близкие проезды к стенам. Весь секрет заключается в настройке тормозного усилия. При правильной настройке этого параметра вы сможете ездить в две педали. Объясняю, вы будете сжать одним пальцем кнопку газа и одновременно поджимать кнопку тормоза другим, после чего ваша машина будет очень плавно снижать скорость или просто ее не набирать. Если вы все правильно сделаете, машину будет стягивать чуть-чуть назад, тем самым вы сможете за счет тормоза делать вашу траекторию чуть шире и ближе, к примеру, к стене. Главное не переборщить. Играть в две педали очень классная штука, и без нее на самом-то деле сейчас не обойтись, но злоупотреблять этим не стоит, иначе преследователь, который будет ехать за вами, просто скажет вам: «Ты чё, даун? Не делай так больше». Переходим к третьему лайфхаку, суть которого заключается опять же в автоматическом нажатии сцепления, только теперь уже с ручником. В любой момент, когда вы будете нажимать на ручник, после его отпускания движок игры автоматически делает клатчки, кидает сцепление, благодаря чему у машины сразу же прокручиваются задние колеса. Применять эту фишку можно при постановке двумя способами. Допустим, вы летите с бешеной скоростью на каком-нибудь атроне и хотите резко поставиться. Вы можете зажать педаль газа и не отпуская ее, повторяюсь, не отпуская педаль газа, можете нажать резко ручник и его отпустить, после чего машину резко кинет в дрифт и у вас будет ультра-мега резкая перекладка. Тьфу ты, постановка. Также этот лайфхак можно использовать наоборот. Летите вы, значит, до зоны постановки и хотите, чтобы тачка после постановки поехала сразу вовнутрь, зацепилась, короче говоря. Вы жмете ручник и в этот момент отпускаете газ, потом отпускаете ручник и через полсекунды уже открываете газ. Из-за того, что вы не сразу же жмете газ в отсечку, ваш клатч-кик превращается в клатч-массаж, благодаря которому тачка получит зацепа и выстрелит на постановке. То есть вы этим автоматическим нажатием на педаль сцепления не в занос машину пускаете, а наоборот цепляетесь за поверхность. Также через ручник благодаря этому автосцеплению при его нажатии можно перекладываться. Но, конечно, кто так делает, тот полный Даун. Следующая фишка относится чисто к мобилке и чисто уже к тем, кто играет на акселерометре. Но это когда вы телефон наклоняете туда-сюда как псих. Я бы не назвал это лайфхаком, но для кого-то это будет, наверное, секретом, как было раньше для меня. Придя в магазин, в моем случае это был Fix Price, вы сможете найти там такую вот штуку. Я называю ее держалка для телефона. Как мы понимаем, мы можем вставить в нее телефон, закрепить его как нам надо и, соответственно, зайти в CarX, после чего начать наклонять наш телефон. Играть на акселерометре будет проще, но я бы не сказал, что совсем удобно.
Благодаря этой держалке телефона вы сможете меньше корректировать вашу машину, так как телефон будет закреплен в держалке и какие-то микродвижения телефоном не будут влиять на вашу езду. Также при нагревании телефона вы не будете ничего ощущать своими руками, ваши руки будут постоянно кайфовать, а не жариться от карыча. Почему не очень удобно? Для меня лично как-то игра начинает меньше отзываться. Вы не получаете какой-то обратной связи от телефона игры, не так сильно чувствуете физику и как машина управляется. Конечно, этот способ подойдет и для руля со стрелками, но больше, как по мне, для акселерометра. Как вы знаете, на компьютер тоже есть CarX Drift Racing Online, в которую также люди дрифтят, настраивают машины и участвуют в турнирах. Компьютерную версию игры чуть-чуть сложнее играть, так как для комфортной игры в нее вам, скорее всего, потребуется геймпад, потому что без него вы будете ездить вот так. Благодаря геймпаду вы сможете плавно водить стиком и контролировать свой дрифт в игре, делать перекладки и тянуть длинные дуги. Но что же делать, если у вас нет геймпада? Хотя вы играете со стекающими изо рта слюнями в мобильный карыч и хотите также круто играть в компьютерный. Благодаря приложению на телефоне PC Remote, удаленный ПК, что Android, что iOS, вы сможете использовать свой телефон в качестве геймпада. Скачав эту приложуху, вам будут доступны абсолютно все кнопки геймпада. Вы сможете здесь нажимать на курки, водить стиками, стрелочки, иксы, игреки, все дела, в общем, полная математика. Только вот что касается удобства использования, тут, наверное, уже решать вам. Играть так, вообще я бы не назвал это игрой, это мучения какие-то уже, если честно. Либо купить все-таки нормальный геймпад, Xbox или PlayStation какой-нибудь за 4000 рублей и кайфовать от игры на все 100%. Играя в мобильный CarX на акселерометре, вы, скорее всего, наклоняете телефон влево-вправо относительно вертикали, то есть держите телефон ровно и именно изменяете угол наклона вертикальный. Немногие знают, я тоже узнал об этом совсем недавно. Я, конечно, может, идиот какой-то, но... Да. Телефон можно наклонять еще и относительно горизонта, представьте себе. То есть вы будете играть, к примеру, сидя на кровати, и телефон будете держать именно к горизонтали. И наклонять, изменять его угол будете относительно горизонтали. Вот так. Данная фишка поможет вам играть в карыч на акселерометре, сидя на уроках в школе, парах и так далее, потому что вы можете спрятать свой телефон под парту и спокойно так играть. Также этот способ будет полезен тем, кто хочет играть сидя, а не лежа, потому что сидя наклонять телефон относительно вертикали, я бы сказал, не совсем удобно. Ливреи. В CarX есть ливреи или наклейки на машины, которые помогают довести вас до оргазма во время игры, так как эстетическое удовольствие у нас никто не отменял, правильно? Если вы хотите поиграть, к примеру, потренироваться парные заезды перед каким-нибудь Мосшпротом, а у вас телефон весь горит и плачет, не беда. Создаете новый слот с ливреями на обе машины, на которых будете тренироваться за собой ездить, или в случае тренировки с другом говорите ему, чтобы сделал со своей машиной точно так же. В этом вот новом слоте на машину берете, красите машину в матовый цвет, любой цвет можете выбрать на свой вкус и цвет, скажем так. Красите диски в матовый цвет и все. Ливреи не клеите, чисто катайте, уже тренируйтесь в матовом одном цвете, без наклеек. В чем фишка это заключается? Я проводил сам тесты, да и в клубе мы тоже тестили и пришли к выводу, что без ливреи телефон намного меньше греется и, соответственно, ваша зарядка будет дольше сохраняться, благодаря чему больше сможете поиграть в игру. Так еще и без лагов. На самом деле фишек и лайфхаков есть и еще огромное количество, что в CarX Online, что в мобильной версии игры, но я решил выделить самые значимые и показать их вам, чтобы вы смогли повысить свой скилл в игре. Но только не забывайте, что этими всеми фишками и лайфхаками нужно уметь правильно пользоваться, иначе они пойдут вам во вред или тому, кто играет с вами. А теперь перейдем к розыгрышу. Разыгрывать я и CarX будем золото в CarX Drift Racing 2. Первое место получит 1000 золота, второе 500, а третье 250. Для того, чтобы выиграть, вам понадобится поставить лайк этому ролику, подписаться на мой канал на YouTube, подписаться на группу ВКонтакте CarX Drift Racing 2, подписаться на группу ВКонтакте Catfish Studio, оставить комментарий на YouTube под этим видео с соцсетью, в которой я смогу с вами связаться и написать вам, что вы выиграли. Итоги розыгрыша будут опубликованы в группе ВКонтакте Catfish Studio на стене ровно через неделю. Всем удачи в розыгрыше, дерзайте, пишите в комменты и бейте в колокол уведомлений, чтобы ничего не пропускать. Меня зовут Catfish Studio, всем чао, гудбай или пока-пока.